Первым делом после установки AE я проверяю, стоит ли у меня русский язык. Если не стоит, то я захожу в диск C, Program Files, Adobe, версия After Effects, Support Files, в словари, ру, и тут название меняю ру на N. Перезаходим в AE. Язык изменился, но не все элементы. Допустим, главная страничка пишет, что главное. Создать проект, библиотека, но это не столь важно. После того, как я изменил язык, я начинаю настраивать интерфейс After Effects. Выбирать, допустим, вот тут вот все ненужное. Character, это эффекты и превью только оставляю. Остальные панельки, как для текста, допустим, если я создам текст, они сами появляются. И так же само для брашей, кисти и всякого такого. Потом я обычно убираю вот здесь вот пресеты, чтобы здесь просто ничего не было. Но в 20-й версии тут их нельзя убрать. Только по умолчанию и те, которые вы создали. Потом я захожу в New Composition. Здесь создаю свой пресет, который мне нужен, которым я обычно пользуюсь. Даем ему какое-нибудь название. И удаляю все ненужные мне вот эти пресеты, потому что я ими ни разу не пользовался. Просто нажимаем на мусорник. Удаляем до нашего пресета. Вот, все, он здесь один. После чего создаем композицию. И здесь уже дальше настраиваем интерфейс. Мне, допустим, нужна эффект Controls. И, в принципе, все. Это, естественно, настраивайте все индивидуально, как вам нравится. Потом я захожу в Edit, Preferences, General, и тут убираю кнопочку Enable Home Screen, чтобы он мне не вылазил при включении AE. Вот это окно, я про это окно говорю. Когда вы включаете AE, оно мне не нужно, я им не пользуюсь. После чего я делаю пресет для рендера, когда я, допустим, добавляю рендер, тут сразу базированный пресет идет lossless. Чтобы сделать свой пресет, нажимаем Edit, Templates, Output модуль, нажимаем Edit, выставляем все нужные настройки. Они у меня здесь уже выставлены. Нажимаем везде ОК. И даем название нашей настройки. Допустим, также main напишу. И нажимаем ОК. И теперь каждый раз, когда вы добавляете рендер, оно сразу выставляется. И вам не надо каждый раз здесь настройки ставить. Это очень удобно. Потом я меняю цвет интерфейса After Effects. Чтобы это сделать, надо сначала открыть консоль, а чтобы открыть консоль, надо нажать Ctrl-Tab F12. Потом нажимаем на 3 полоски, Debug Database. Здесь пишем Color, Enable Them Colorizing. Галочку ставим, все, это можно закрыть. Заходим в Edit, Preferences, и здесь в Appearance. Теперь можно изменить цвет, такой, какой вам нравится. У меня уже есть код цвета, который я обычно ставлю, поэтому я просто сюда вписываю, нажимаю ОК и делаю вот так вот. Значит, вот эти линии будут у меня темнее, сами надписи светлее. Нажимаю ОК. Потом я меняю цвет слоев. Это текст, solid, adjustment и так далее. Сейчас я здесь их всех создам. Так будет удобнее их настраивать, цвета. Также закидывайте один любой видос, любое аудио и один прикомпоз сделайте. После чего заходим в Edit, Preferences и Labels. Тут мы меняем цвета слоев на цвета, которые нам нравятся. Допустим, композиция это прикомпоз. Sandstone здесь стоит, вот видим Sandstone. Заходим сюда и здесь уже меняем цвет, как вам нравится. И так же само со всеми остальными, с видео, аудио и так далее. Все, цвета я изменил. У меня также были заготовленные коды на цвета, которые я использую всегда. Если кому-то эти коды будут нужны, то я залью в Telegram свой. Ссылка будет в описании под роликом. Потом я захожу во вкладку Preview и здесь ставлю в Range Work Area. Это не позволяет ползунку, красному вот этому, выходить за зоны, которые вы поставили. Также я выключаю Adaptive Resolution.
чтобы при проигрывании видеоряда качество не ухудшалось. Кому-то это может быть полезно, можете не отключать. С интерфейсом, в принципе, все. Теперь переходим к оптимизации After Effects. Первое, что нам надо сделать, это нажать на ракету. И здесь выставить Mercury GPU Acceleration, чтобы в пререндере и в рендере участвовала также наша видеокарта. CUDA это для пользователей NVIDIA, OpenCL вроде как для AMD. После чего заходим в Edit, Preferences, и я пройду здесь по каждому пункту. Начнем с General. Первый пункт это у нас Show Tooltips. Эта фигня отвечает за тут такие подсказки, когда вы наводите на какой-нибудь инструмент. Я их отключаю. Я не буду здесь затрагивать каждую галочку, каждый пункт. Я буду проходиться только потому, что я обычно делаю. Потом тут я ставлю Center Anchor Point и New Shape Layers. Это довольно полезная штука, которая при создании нового шейпа сразу ставит якорную точку в центр этого шейпа. В General мы по настройкам здесь закончили. Переходим в Previous. Тут мы заходим в GPU Information. И здесь мы выделяем память видеокарты. Чем больше памяти, тем больше производительность After Effects, соответственно. Будет быстрее рендер и так далее. Я выставляю здесь 8000 из 12 доступных. Вы уже выставляете на свое усмотрение. Во вкладке Display мы ничего не меняем. И в следующих Import, Output, Grids and Guides, Labels мы ничего не меняем. В Media, Disk and Cache мы обязательно, у нас должен быть включен Disk Cache. Выбираем папку, куда хотим сохранять кэш. Выставляем максимальный размер кэша, который может сохраниться. Я обычно ставлю 100. Вы ставьте сколько вам угодно. Для наиболее высокой производительности ставьте кэш, папку с кэшем на SSD. Потом в следующей вкладке Video Preview, Appearance, New Project мы скипаем и заходим в Autosave. Автосейвы мы ставим, я ставлю 5, вы можете даже меньше поставить или больше. Тоже на свое усмотрение. Больше я тут ничего не меняю. Заходим в Memory, всю оперативку, которая у нас есть, влево. Максимально для E выделяем, чтобы у нас не было никаких проблем. И, естественно, производительность была выше. Далее переходим во вкладку Audio Hardware. И здесь мы меняем Latency. Я ставлю 100. Что делает Latency? Latency контролирует задержку выхода звука. Допустим, у вас есть аудио, дорожка, вы нажимаете пробел, и через, по дефолту стоит 200 миллисекунд, оно проигрывается. Чем ниже, тем быстрее. Но чем ниже вы ставите, тем идет больше нагрузка на ваш процессор. Поэтому тоже ставьте на свое усмотрение. Потом скипаем 3 вкладки. И заходим в самую последнюю. Здесь мы включаем Allow Scripts, чтобы наши скрипты работали. И здесь можно изменить тему Expression вот этих. Потом нам надо будет выставить режим максимальной производительности, чтобы наш процессор работал на максимум. Все эти файлы будут в моем телеграме. Нажимаем правой кнопкой мыши по Maximum Performance и выполнить с помощью PowerShell. Потом заходим в PowerPlan. И здесь выставляем максимальную производительность. Потом заходим в гибернацию и отключаем ее. Гибернация — это режим энергосбережения для компьютеров. Но отключать эту гибернацию для ноутбуков не рекомендую. Они могут хуже работать из-за этого. Если после отключения у вас как-то все стало хуже работать, вы можете это все вернуть. Просто зайдя в папку Return и нажав так же само 2 раза «Да», «Окей» и все. Это были все методы, которые я знаю, чтобы повысить производительность в АЕ. Если вы знаете какие-нибудь еще, напишите в комментариях, будет очень интересно.